Ну зачем ты написала, когда ты так заебала, блядь, тебе же вечно мало, закрой свое ебало. Вау! Вот это вы не ожидали, вы сейчас перешли в новый выпуск, да, это Виктор и Егор Грачев. First time I've been out in Europe since the pandemic. Ковид is sucks. Нам очень нравится здесь. It's the best night. Капец вообще. Не поделиться впечатлениями я просто не имею права. А ты давно петь начал? Я всю жизнь. Хедлайнером сегодняшнего мероприятия выступит Зави Диски. Любил тебя я. Хедлайнер — это потому что я последний, да? Как примадонна. Молодой человек, что-то конкретно интересует? Да нет, я так просто хочу покопаться. Уже посмотрите, полчаса ничего не покупаете. Артист и делегат, отрастивший до хрена волос, прибыл на Tallinn Music Week. 4-й этаж, комната 404. Я всегда жил в этой гостинице, когда приезжал. Да? Да. В этом и смысл. На этом фестивале я аж в 3 именах представлен. Завидиско, Завидиски и Завиди ISCO на афише. Ну и как вы поняли, этот видеоблог не столько про Tallinn Music Week, сколько про артиста Завидиски на фестивале Tallinn Music Week. Мне кажется, это еще интереснее. Так что вовлекаю вас в этот самый настоящий гонзо. Идите за мной. Фанатка ребят, играю трек, который ребята сделали. Этот трек спас мне жизнь. Я вчера подошел к Егору и сказал, что я реально являюсь фанатом его группы. Я сделал а то же Егор самое. такой, блин, так, а это ты выступал, блин, в Нару? Я говорю, да. Он такой, так я тоже твоим фанатом являюсь. Группа УЕ — это тот инди-рок, который нойзом впечатляется в аллитератические тексты внутри головы каждого из людей. Моя королева, моя королева, моя королева! Ликвидация! Адаптация! Моя королева! Моя королева, моя королева! Как женщина в патриархальном обществе я буду за кадром, только иногда подавать свой блеклый голос. Ну давай, хорошо. А потом я тебя выживу. Enthusiastic. Тебя с праздником. Утро начинается с Юрбана. Его показывают по телевизору. Он сегодня делает стрим в здании Радио 4. У меня, наверное, след от кепки. А что в этом зале раньше проходило? А это первая студия ЕРР. Здесь записывались самые мощные вообще концерты джазовых музыкантов Эстонии. То, что сегодня произошло, это вот тот самый фонтан, который вот наконец забил. Но, видимо, он сегодня уже кажется. Так, собственно, когда решение это принималось в пользу одного из 2 имен, Диско или Диски, я написал Тёме Доброте: давай я буду Диско. Он отправил тех задания на афиши, в которых менять Диско на Диски уже стоило очень дорого через какое-то время. Вот и приехали, я даже не знаю, как мне комментировать этот момент. Он настолько торжественный, что даже сводит скулы. Мы, кстати, пришли в этот клуб. Чекаем. Можешь не стараться особенно? Дим, я тогда вот так вот, не особенно, не буду стараться особенно. Да я снимаю. Лайв-формат такой, знаешь, типа с руки снят. Именно. USB-шечка. Прочиталась. Папка под номером
14. Открылась, уже 80% сообщика позади. Передай привет маме. Я понял, да. Ну, здравствуй. Здорово. Как тебе премьера песни? А ты давно петь начал? Я всю жизнь пою, ты что? А кажется, как будто только начал, да? А, да. Батя красит волосы в яркий цвет. Назад пути просто нет. Ты же гангстер, я не вижу твой пистолет. Опять же, еще раз повторюсь, но уже на камеру. Ну да. Когда металлистов переводишь, они такие: ваши мозги находятся между молотом и наковальней. Это сперма ежа, это вау. Я такой думаю, боже мой, от кружка приходит набор текстов, и там сидишь такой, умиляешься, зачитываешь, как приятно. Вот прекрасное описание русского прекрасного рейва. Потом такой: о, завидиски, что-то знакомое, очень приятно. Я уже не говорю о том, что сегодня ночью мы обязательно это проверим на практике. Даже если на танцполе будет 0 или 2 человека организаторов, потому что выступаю я очень поздно, в 3 часа 30, это уже для меня будет победа. Ну а если туда подтянется несколько пьяных делегатов, так я просто буду визжать от восторга. Взаимно. До скорых трепетных. Давай. Друзья. Да, хорошо, все-таки что знакомые везде в этом городе. Я через 3,5 часа выступаю. Мне нужно будет тебя фоткать, Всем надо прийти. И потом Нечаева. It's the best night so far in Tal plus Asia with all the Russian DJs. It's super. You know what's really good about it? It reminds me of 1987-88 when I was first going out in Britain, and it's exactly the same vibe. It's super. И вот этот вайб, который, я уверен, поймали ребята из Tape Night, я, к сожалению, не успел на их сет. Потом подхватил Италика, с ним, кстати, сейчас пойдем прогуляемся. Мне дали понять, что вечеринка удалась, хотя впереди еще было очень много времени. Это русская традиция! Таллин, nice to meet you! И, разумеется, кульминацией всего этого было выступление Бати, который Спустя 2 года выдал какой-то совершенно немыслимый сет. Я такого не видел в Петербурге, в клубе «Кружок» было совсем иначе. Суки и спорт, суки и спорт, суки и спорт! Час! Выступление Бати предопределило дальнейший ход событий. Но для меня еще, конечно, немаловажной была встреча и с любимцами этого фестиваля группы Хаттари. Кстати, с ними я только что вот столкнулся на завтраке и, конечно, не мог не сделать фотографию. So hi, I'm a big fan of your band since Station Hour Festival. Awesome. Your performance was amazing last night. I really enjoyed your appearance at this performance. Hi. My voice is a bit worse than I thought it would be, but it went really well. Группа Tape Night уверенно шагает по Европе, можно сказать, с сегодняшнего дня, да? Да, я офигел прям в течение лайва по всей целой группе. Есть зум? Есть, конечно.
How was the party? Amazing! Crazy amazing. Who was the best DJ, by the way? You are the best. Где-то там на подсознательном уровне я всегда хотел выступить на Tallinn Music Week. Понимал, что всерьез этого произойти не может. Это должна быть какая-то парадоксальная, эксцентричная выходка, что и получилось благодаря шоу-кейсу «Кружок». Я вообще одним из последних выходил из клуба, и, естественно, я сорвал эту афишу. Получается, что эта вечериночка больше всего нужна была мне. У меня этот артефакт, и он будет со мной теперь всю мою жизнь. My dimension, 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 my dimension. Я заканчивала последний класс школы. Так. Ого. И в Инстаграме нашла Дашу Малыгину каким-то образом. А потом Даша Малыгина. через, какие-то там, не помню, какие инстаграмные истории вышла на тебя. Начала смотреть, и, в общем, до сих пор это делаю, потому что мне поднимают настроение твои видео. Даша, если ты слушаешь это видео или смотришь его, то спасибо тебе за то, что все сделала правильно, Все проработала, да. когда видео про свадьбу вышло Видео в про эфир, свадьбу, да. именно, да-да-да. Блин, я не нашел себе Браво! Браво! Спасибо, группа Флетчер. Заведите, подписывайтесь. На дыс! Можно? Смотришь вот так вот по лицу, все улыбаются. То есть такой вайб очень такой... Что, отвыкли от этого в России? В России, ну, все, мне кажется, в России так рубятся, короче. Или рубятся, или такие, ну, в Питере, например, они просто так стоят. А здесь просто все улыбаются, и это такой кайф, ну, просто какой-то... Как Игорек сейчас, да? Да, вот так, вот это вот, да. Я и там улыбаюсь. Что, пойдем на виниловую ярмарку? Пойдем. Вот в России все серое, а тут приезжаешь, небо голубое. Так нет, оно, наверное, и в России сейчас тоже голубое. Почему в Европе небо голубое, а в России серое? Ну это мы так это ощущаем. Мы так Я думаю, Путин виноват. Что интересует? Альтернативная музыка. А здесь в основном альтернативная 70-х. Ну это как и везде. Говорю не потому, что ты снимаешь видео про фестиваль. Я по-прежнему считаю, что это лучшее из подобных событий в Европе. Потому как оно больше про музыку и культуру, нежели чем про музыку и бизнес. Мы все понимаем, что так гораздо интереснее. Представленная в этом году эклектика из разных музыкальных направлений поражает не меньше того, под каким углом раскрывается и сам город. Мне кажется, за те 10 лет, которые я здесь бываю, он невероятно изменился. Целый новый район, пространство, бары. Их количество увеличилось втрое буквально за последние пару лет.
Не теряет своего великолепия и старый город, разумеется. Поэтому я с нетерпением жду следующего фестиваля в мае. Сыграй еще раз, сыграй еще раз, мы вместе споем. Мы все смеялись и понимали, что, в общем, здесь самоиронии достаточно, поэтому с удовольствием я сделал это еще раз. За диджейкой происходил хэппининг под названием Too Many DJs. Руслан активно нажимал на кнопки и помогал мне. Танцуйте, блядь! Да, мы все вместе спели, и я закончил сет ремиксом Кохи. Коха, привет тебе. На Bad Balance. Я хочу поздравить тебя с окончанием Talent Music Week. Хотела бы презентовать тебе такой торт. Круто, это под заказ, что ли? Да, видишь, написано Дима. Ой, какой тяжелый тебе, господи. Я думаю, это из-за зелени. Все, надеюсь, вам понравилось так же, как и мне. Как всегда, люблю вас. До скорой встречи где-нибудь. Кстати, про эту футболку давайте расскажу. Почти все лето она со мной. Дело в том, что в 9 классе, когда у нас был международный обмен с школьниками из Гамбурга, директор школы подарил нам всем вот таким вот детям, малышам, футболки размера XXXL. Я тогда подумал, блин, как обидно, что же, куда же я ее носить-то буду? Она мне прям до пяток была. Но, смотрите, прошли десятилетия, и она на мне, значит, не зря. И многое в этой жизни не зря. Every time I look into your eyes, I see the future.